Для создания вот таких вот закрытых бутончиков мы будем использовать белый фоамиран, желтую масляную пастель 201 номера. Заготовочка у нас уже есть, делать вы ее умеете. Точно такой же чашелистик и 2 пары листьев. Все, поехали. Ну, конечно же, молд для создания лепестков мы используем тот же самый. Отрезаем полоску белого фоамирана зефирного 1-миллиметрового. Я его на утюге вытягивать не буду, потому что белый фоамиран, он наиболее тонкий. Но видите, у него вообще вот прямо все прозрачное. Поэтому при нагревании, если мы его вытягиваем, и после вторичного нагревания на молде, он настолько тонкий, что не держит форму этого лепестка. Поэтому здесь уже не нужно этого делать. Чем ярче фоамиран, тем он плотнее. Я уже об этом говорила. Итак, мы здесь просто обрабатываем на молде. Ну, соответственно, отжимаем и вырезаем лепестки. Для одного закрытого бутона нам понадобится 5-6 лепесточков. Ну, здесь уже в зависимости от того, как вы хотите. Можете сделать закрытый бутончик из 3 лепестков, можете из 6, а можете из 9. Все зависит от того, как вам больше нравится. Ну, мы сделаем такой средненький. Вот видите, они все равно уже полупрозрачные, эти лепесточки. Поэтому вытягивать белый фоамиран не надо. Вырезаем по молду, ну, точно так же, как и в предыдущем уроке. Стараемся аккуратно, вырезаем правильно. Не забывайте, что никаких зазубринок не должно быть. Листочек должен быть абсолютно... Итак, теперь выбираем самый большой листик из тех, какие у нас есть, и начинаем обворачивать нашу заготовку. И здесь делаем вот такие вот зажимы. То есть, чем больше здесь будут вот таких кудрявых зажимов, тем лучше. Это будет самый первый лепесточек, который у нас есть в заготовке. Наносим клей обильненько, для того, чтобы у нас полностью вся заготовка была обклеена. Здесь везде наносим клей обязательно. Итак, первые 2 лепесточка я уже наклеила, просто обмотала, как бы, получается, нашу заготовку. Следующий лепесточек я делаю вот таким образом. Подкладываю чуть выше, сюда подклеиваю, чтобы у меня получилась такая спиралька. То есть вот этот лепесток, видите, за первым, чтобы его было видно. То есть это основная отличительная особенность эустомы в том, что она очень сильно закручивает по спирали свои лепесточки. То есть здесь я вот так перекрою аккуратненько, чуть-чуть совсем клея наносим и стараемся перекрыть. То есть вот такой вот бутончик. Нижнюю часть тоже обязательно подклеивайте, чтобы все было ровно, иначе потом при сборке нам это будет мешать. Вот первый, второй. Итак, следующий у меня будет всего тут 3-4. Помните, да, чуть выше и на 1/3 предыдущего. То есть вот у меня первый, второй, третий лепесточек идут по спирали. Так должно быть обязательно. Следующий прикладываем. Так, это должно быть все видно. Ну и, соответственно, этим я обнимаю предыдущий. Дальше. Так. Очень красиво получается. И последний сделаю. Ну, этот немножечко еще подклею, чтобы он был ближе к бутону, но уже не так сильно прижат. И последний, третий. Еще немножко подкрашу, а то он слабенький. Верхняя часть должна быть наиболее желтенькой. И третий, вот обратите внимание, чуть выше опять. И еще раз на 1/3 сюда. То есть вот видите, как оно должно быть вот таким образом размещено. Только это будет видно из-под нашего чашелистика, потому что дальше у нас уже все закрыто. Здесь все очень красиво. Итак, надеваем. Все точно так же. Сначала мы надеваем флористический рукав. Тут запуталась чуть-чуть. И далее наш чашелистик. Все, подрасчитали. Не забудьте капнуть капельку клея,
для того, чтобы зафиксировать флористический рукав, как мы это всегда и делаем. И фиксируем. Продеваем аккуратно. Сюда также капельку клея к основанию. Аккуратненько. Продевайте. И теперь каждую маленькую полосочку нужно крепко и плотно приклеить к нашему бутончику. Просто отгибаем таким образом. Аккуратно наносим капельку клея. Буквально вот совсем чуточку. И каждую полосочку подклеиваем сюда. То есть здесь на тонкую часть тоже нужно будет нанести клей, чтобы она подклеилась. Так, если много клея, то надо куда-то сюда его, чтобы клей не размазался. Паутинки тоже сразу убирайте, чтобы они не остались. И везде капаем капельку клея. Аккуратно все перекрываем, чтобы они смотрели вверх, не деформировались. Вот видите, паутинки сколько, поэтому нужно аккуратно все расклеивать ровненько, стараться. То есть здесь уже каждую точно так же подклеиваем вверх. И следующий, последний шаг. Мы должны зафиксировать наши листья, точно так же, как мы делали это на большом бутончике. Наносим клей на листочки, совсем чуть-чуть буквально. Поднимаем их вверх, убираем излишки клея и фиксируем листики. Здесь я хочу разместить 4 листика. Делаю это следующим образом. То есть 2 листика у меня смотрят вверх так. И в шахматном порядке я размещу следующие 2 листика. То есть точно так же я их сейчас прорезаю, как мы делали в предыдущий раз. Точно так же наношу клей, но теперь листья будут смотреть у меня вот так. То есть в шахматном порядке. Одни сюда, другие сюда. Вот такая красота у нас получилась.